Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня я буду готовить эклеры. Впервые эклеры в их современном варианте создал французский придворный кондитер. И в переводе с французского эклер означает «молния». Готовятся они из заварного теста, а что касается начинки, то сейчас их существует огромное количество, и не обязательно это сладкий крем. Но обо всем по порядку. Для заварного теста мне понадобится 125 мл воды, 125 мл молока, 100 г сливочного масла, 160 г муки, 3 г соли, 5 г сахара и 4-5 штук яиц. Смешиваю воду с молоком. Всыпаю соль и сахар. Добавляю нарезанное кусочками сливочное масло. Довожу смесь до кипения и снимаю с огня. Всыпаю сразу всю муку и интенсивно размешиваю. Лучше это делать деревянной лопаточкой. Тесто очень быстро собирается в комок. После этого возвращаю его на плиту и на среднем огне, постоянно помешивая, высушиваю его, пока на дне сотейника не появится вот такая бархатистая корочка. На это уйдет примерно 2-3 минуты. Перекладываю тесто в чашу миксера и на средних оборотах при помощи насадки весло буду перемешивать тесто, чтобы оно немного остыло. Примерно 3 минуты. Если вы не используете миксер, то перемешивайте тесто деревянной лопаточкой. Теперь по одному ввожу яйца. Вбиваю одно яйцо и перемешиваю, пока оно полностью не соединится с тестом. Затем второе. Таким образом вбиваю 4 яйца и хорошо вымешиваю. После этого смотрю на консистенцию теста, и если нужно, то 5-е яйцо размешиваю и ввожу в тесто частями. Консистенция теста должна быть такой, чтобы оно свисало с лопатки треугольником, при этом не стекало быстро и не отваливалось крупными кусками. По своему тесту я вижу, что оно как раз нужной консистенции, и 5-е яйцо мне не понадобится. Количество яиц зависит от размера самих яиц и от того, сколько жидкости выпарилось при заваривании теста. Продолжу еще немного взбивать. Оно должно стать гладким, глянцевым и эластичным. Все, тесто готово. Перекладываю его в кондитерский мешок с вот такой зубчатой насадкой. Чтобы удобно было это делать, поставлю мешок в высокий стакан. Теперь подробно расскажу о насадке. У меня это открытая французская звезда диаметром 17 мм. При отсаживании она оставляет на тесте такие желобки, и когда в духовке эклер будет подниматься, то эти желобки будут растягиваться, и эклер не будет трескаться. Если у вас нет такой насадки, то чуть позже я покажу, как при помощи обычной вилки сделать что-то подобное. Тесто переложили, убираю его ненадолго в холодильник, примерно на час-два. Духовку разогреваю до 180 градусов и подготовлю противень. Чтобы эклеры получились одинакового размера, я сделала вот такой шаблон. Это может быть обыкновенный картон. Его длина 12 сантиметров. Опускаю его в тарелку с мукой и стучу по противню в том месте, где будет эклер. И от муки остается вот такой след. На него я и буду выкладывать эклер. Таким образом, они и получаются все одинаковые. Тесто охладилось, можно формировать эклеры. Держу кондитерский мешок практически вертикально. Не дохожу до противня примерно полсантиметра и равномерно надавливая веду мешок. В конце резко возвращаю насадку назад и дергаю мешок. И второй способ. Дойдя до конца метки, ставлю как бы точку и отрываю мешок. Делайте так, как удобнее вам. Края, которые торчат, можно пригладить, смочив палец холодной водой и проведя им по эклеру.
А теперь покажу, как при помощи вилки сделать бороздки. Просто ведете вилкой по эклеру, не сильно надавливая, и остается вот такой след. Теперь, чтобы эклеры не трескались при выпечке, их нужно притрусить мукой или сахарной пудрой. Я возьму пудру. Слегка постукивая по ситечку, притрушиваю эклер. Вот такие красавцы получились. Эклеры не любят конвекцию, поэтому выпекаю в режиме вверх-вниз при 180 градусах 40-45 минут. Прошло 45 минут, эклеры готовы. Осторожно достаю их из духовки и перекладываю на решетку для остывания, чтобы они не отсыревали на противне. У меня осталось совсем немного теста, и я сделаю из него профитроли. В отличие от эклеров, они круглой формы и небольшие. В общей сложности из этого количества теста получается 15 эклеров. Точно так же притрушу сахарной пудрой и отправлю выпекаться. Пока займусь кремом. Для эклеров я сделаю классический заварной. Мне понадобится 500 мл молока, 160 грамм сахара, 3 желтка, 45 грамм кукурузного крахмала, 50 грамм сливочного масла и ванилин. Наливаю молоко в сотейник и ставлю на плиту. Тем временем взбиваю желтки с сахаром и крахмалом. У меня желтки попались очень маленькие, поэтому я добавила еще и четвертый. Молоко закипело. Понемногу тонкой струйкой вливаю его в желтки и интенсивно перемешиваю, чтобы желтки не сварились. Этого достаточно. Переливаю все назад в сотейник и возвращаю на плиту. Довожу до кипения. Всю эту массу нужно загустить. Обязательно все время помешивайте крем, чтобы он не пристал. Крем загустел, снимаю его с огня. В миску кладу сливочное масло и ставлю сито, в которое выложу крем. Таким образом, если какие-нибудь комочки и образовались, то в крем они не попадут, и он будет гладкий и однородный. Хорошо перемешаю его. Накрою пленкой в контакт, то есть таким образом, чтобы между пленкой и кремом не попал воздух и крем не обветрился. Сразу убираю в холодильник до полного остывания. На это уйдет часа 2-3, поэтому крем можно приготовить до того, как выпекать сами эклеры. Приготовлю шоколадную глазурь. Для нее мне понадобится 70 грамм воды, 90 грамм сахара, 30 грамм какао, 65 грамм жирных сливок, 6 грамм желатина и 36 грамм воды для желатина. В первую очередь залью желатин водой и дам набухнуть. Соединю в сотейнике воду и сахар и доведу до кипения. Сниму с огня и добавлю теплые сливки и какао. Хорошо перемешаю, чтобы не осталось никаких комочков. Добавлю набухший желатин. Перемешиваю до полного растворения желатина. И тоже накрою пленкой в контакт. Прошло 3 часа, и заварной крем полностью остыл. Теперь приготовлю кофейный крем и карамельный соус. Для кофейного крема мне понадобится 200 грамм уже готового заварного крема, 100 грамм сливочного масла, 1 чайная ложка растворимого кофе и 2 чайные ложки кипятка для заварки кофе. А для карамельного соуса я возьму 75 грамм сахара и 150 грамм жирных сливок. Отмерю из общего количества заварного крема 200 грамм. Собью 100 грамм мягкого сливочного масла, добавлю заварной крем и немного пробью.
Теперь волью остывший кофейный концентрат. Я растворила кофе в кипятке и остудила. И еще немного собью. Долго крем не взбивайте, его легко перевзбить. Переложу в кондитерский мешок. Остался карамельный соус. Высыпаю сахар-сотейник с толстым дном и ставлю на плиту. Жду, пока сахар начинает плавиться, время от времени поворачивая сотейник. Перемешивать ничего не нужно. Нагреваю сливки до горячего состояния. Как только сахар расплавился и стал вот такого янтарного цвета, выливаю туда горячие сливки. Масса начинает сильно пениться. Учитывайте это и не берите сотейник маленького объема. Пока сливки полностью не соединятся с карамелью и масса не поменяет цвет, ничего не перемешивайте. Вот теперь можно взять венчик или лопаточку и интенсивно мешать. Соус нужно немного уварить, чтобы он загустел. На это уйдет минут 5. Все, готово. Переложу карамель в тарелку и накрою пленкой. Все готово для сборки эклеров. Они уже остыли. Вот такие красивые бороздки получились. Пирожные не потрескались и хорошо пропеклись. Для того, чтобы начинить их кремом, при помощи маленькой насадки снизу я сделаю 3 отверстия. Так крем равномерно распределится по всему эклеру. А у профитролей я просто срежу крышечку. Заварной крем я переложила в мешок с маленькой насадкой. Вообще для эклеров есть специальная насадка – игла, но можно обойтись и без нее. Потихоньку выдавливаю крем. Если лишний крем начинает вылезать, ничего страшного, вы можете его убрать ножом. Вот так, ничего сложного. В профитроле я сначала кладу немного карамели, а затем выдавливаю крем. Сверху тоже можно положить немного карамели. Она очень хорошо сочетается с кофейным кремом. Теперь завершающая стадия. Покрываем глазурью. Просто окунаем эклер в глазурь и все. Лишние капли можно осторожно убрать о край формы. А этот эклер я хочу окунуть в карамельный соус. Тоже очень красиво получилось. Профитроли я просто хаотично полью глазурью. Так как глазурь на желатине, то она уже застыла, но ничего страшного, ее можно растопить на водяной бане. Налью в мисочку горячую воду и переложу в пиалку немного глазури, так как вся мне уже не понадобится. Вот смотрите, как легко. Мне вообще очень нравится такой вид глазури. Она при застывании остается такой же глянцевой и не тускнеет. Теперь уже жидкой глазурью полью профитроли. Остатки глазури можно переложить в контейнер и хранить в холодильнике, а при необходимости растопить на водяной бане. Эклер с карамелью украшу маленькими каплями белого шоколада. Вот такая красота сегодня получилась. И поверьте, это также вкусно.
А вот так они выглядят в разрезе. Они полностью заполнены кремом, значит тесто получилось идеальным. Эклеры остаются самым популярным десертом в мире и обрастают все новыми и новыми вкусами. Но классика не стареет. Приготовьте эти эклеры обязательно, у вас все получится. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии и задавайте вопросы. Нажмите кнопку подписаться под этим видео. Вас ждет еще много интересных рецептов. Не пропустите!